Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. В разгар шумной и беспокойной индустрии мирового шоу-бизнеса, где каждый день заполнен неожиданностями, сенсациями и бесконечной конкуренцией, возникает вопрос, тихий, но эхом разлетающийся по всему миру. Готовы ли мы? Готовы ли стать свидетелями рождения феномена, который не просто меняет правила игры, но и заново определяет само понятие звезды? Этот вопрос возникает не только в конференц-залах музыкальных экспертов. Он рождается из шепота публики, из ленты, которая никогда не спит, из миллионов глаз, начинающих осознавать одно. Есть один артист, который тихо, без громких заявлений, потрясает мировую сцену. Мужчина со спокойной походкой, но ошеломляющим влиянием – Ким Тэ Хэн, Ви из BTS, который уже не просто следует течению глобальной культуры, а понемногу формирует это течение сам. И, возможно, не осознавая этого, мир вступает в новую эпоху, в которой южнокорейский артист не просто оказывается в центре внимания, но почитается как икона, создающая историю, что будет вспоминаться еще долго после того, как погаснут огни сцены. Готов ли мир действительно увидеть восхождение звезды, каждый шаг которой потрясает, удивляет и заставляет международную индустрию развлечений пересматривать стандарты, которые они так долго считали непререкаемыми? Этот вопрос возникает не только у наблюдателей индустрии, но и у широкой публики, которая начинает замечать, есть человек, который тихо, но уверенно изменяет направление мировых потоков. Имя это не нуждается в долгом вступлении. Ким Тэ Хэн, Ви, который уже не просто часть легенды, но сам становится этой легендой. Нет официальных заявлений о грандиозной трансформации, которую он переживает. Нет масштабных кампаний, объявляющих о новом этапе его пути, но знаки ощущаются повсюду, в каждом цифровом пространстве, на каждой культурной платформе, в каждом неожиданном обсуждении, которое вдруг превращается в международный тренд. Словно мир ждет чего-то, чего еще не понимает, в то время как Тэ Хэн давно готовит следующий шаг, задолго до того, как мир осознает, что должен догонять его. Чтобы понять, как южнокорейский артист может покорить мировую сцену так мягко и так мощно одновременно, нужно смотреть не только на общую картину, но и на маленькие детали, которые часто остаются незамеченными. Взгляд, который всегда несет историю, походка, будто никогда не спешащая, но всегда приходящая вовремя, баритон, заставляющий мир задерживать дыхание на несколько секунд. Это не просто атрибуты айдола, а инструменты феномена, который далеко вышел за рамки обычной популярности. Ким Тэ Хэн не просто использует поп-культуру как средство, он перекрашивает ее, совершенствует и превращает в художественный медиум, которого мир еще не видел. Его взлет на мировой сцене не случайность и не внезапная вспышка. Это сочетание редкого художественного сознания с культурной чувствительностью, позволяющей ему свободно двигаться между направлениями, не вызывая ощущения навязчивости или вторжения. В быстро меняющемся и порой хаотичном мире способность Тэ Хэна оставаться актуальным, элегантным и загадочно содержанным создает притяжение, которое невозможно искусственно воспроизвести. Он не следует трендам, тренды следуют за ним. Именно поэтому аналитики культуры начинают понимать, мир наблюдает рождение чего-то большего, чем просто певец или знаменитость. Мы становимся свидетелями формирования иконы. Но как все это стало возможно? Как юноша, который просто хотел выражать свои чувства через музыку, стал символом растущей волны мирового восхищения? Его история не об мгновенной сенсации, а о стойкости, скрытой за сценической харизмой, о смелости рисковать там, где другие выбирали безопасный путь, и о глубоком понимании того, что значит быть артистом в стремительно развивающуюся диджитальную эпоху.
Чтобы понять международное развитие Тайхэна, мы должны войти в пространства, которых редко видит публика. Комнаты подготовки, размышлений, экспериментов, тишины, где артист задает себе вопросы, прежде чем ответить на них через творчество. Оглядываясь назад, мы видим подростка, который не был уверен, имеет ли он право называть себя артистом. Талант был всегда, но не всегда очевиден. Те, кто встречал его в прошлом, описывали его как загадочным. Не потому, что он пытался таким казаться, а потому что никто не знал, куда уносит его мысли. Но эта загадочность, когда-то личная, постепенно стала одним из его сильнейших очарований. В мире, который хочет знать все за секунду, Ким Тайхэн выбирает не раскрывать все. Он оставляет место для воображения поклонников, для интерпретации публики, для спекуляций медиа, но сохраняет свою сущность. Именно это делает его не более далеким, а более великим. Люди не перестают интересоваться, а любопытство – двигатель его глобального влияния. А затем его голос. Теплый, глубокий баритон, столь отличающийся от глобальных поп-трендов, с высокими нотами и вспышками вокальных техник. Голос Тайхэна не заставляет мир слушать, он заставляет его замолчать естественно. На сценах, физических и виртуальных, его голос становится эмоциональным маркером, которым обладают лишь немногие артисты. Он умеет превращать яркую атмосферу в момент задумчивости за несколько секунд. Многих, кто впервые узнает его через музыку, покоряет именно это. Не блеск, не масштаб, а эмоциональный резонанс в каждом слове. Но его международный подъем не ограничивается музыкой. Есть еще и визуальные измерения. Тайхэн не просто выступает, он часто является ходячим произведением искусства. В мире, увлеченном эстетикой, его стиль стал одним из самых влиятельных факторов популярности. Он никогда не выглядит так, будто старается быть модным, но всегда оказывается в центре внимания. Его выборы иногда вызывают недоумение, но затем становятся основой новых фэшн-трендов. Он есть живое доказательство того, что стиль не обязан следовать правилам. Его можно переписать, имея художественный инстинкт и смелость быть собой. Присутствие Тайхэна в глобальном пространстве усилено и тем, как он использует диджитальные платформы, не создавая впечатление зависимости от них. Пока многие знаменитости тратят часы на создание идеального онлайн-образа, Тайхэн делится моментами, лишенными показной идеальности. Такая подлинность не подделывается, именно она и делает его близким людям из разных стран. Они чувствуют, что знают человека, который не стремится быть совершенным, но обладает необъяснимым магнетизмом. В современную эпоху истинная эмоция ценнее идеала, и Тайхэн владел этим искусством, осознанно или нет. При всем этом Тайхэн остается скромным, часто как будто не осознавая масштабы своего влияния. Это лишь усиливает любовь к нему. В многочисленных моментах и на экране, и в реальной жизни он излучает тепло, заставляющее мир чувствовать, что они знают его человечную сторону. Он не стремится быть совершенным, он просто стремится быть собой. И парадоксально, именно это делает его ближе к совершенству, чем тех, кто напряженно гонится за ним. По мере того, как мир все больше открывается разнообразию культур, личности, подобные Тайхэну, становятся особенно важны. Он показывает, что артист может прийти к мировому признанию, не подражая доминирующей культуре, а привнося на мировую сцену свой собственный взгляд. Он доказывает, что подлинность может стоять в центре международного внимания, не теряя своей идентичности. Он доказывает, что искреннее артиство не знает границ, ни географических, ни языковых, ни рыночных. И он доказывает еще одно. Путь артиста определяется не скоростью, с которой он идет, а глубиной следа, который оставляет. Теперь, когда мир все чаще говорит о нем, когда имя Ким Тайхэн вновь и вновь всплывает на разных платформах, вопрос уже не в том, сможет ли он развиваться международно. Вопрос, как далеко он еще пойдет, и готов ли мир к расширению его творческой вселенной. Если все это только начало,
то, возможно, мир лишь начинает понимать, что стал свидетелем одной из самых влиятельных культурных икон века. В конце концов, путь Ким Тэйхэна не просто история артиста, покорившего мировую сцену. Это рассказ о том, как искренность может превзойти шум, как тишина может звучать громче аплодисментов, и как артист может менять мир, не крича о том, что делает это. Миру может казаться, что он уже знает его, но то, что они видели, лишь маленькое начало горизонта, который он создает. Каждый его шаг как приглашение. Приглашение глубже понимать искусство, замечать бюта в деталях, верить в то, что подлинность по-прежнему имеет место в шумном и сумбурном мире. Теперь, когда имя Ким Тэйхэн продолжает звучать по всем континентам, становится одно ясно: он больше не просто часть истории, он пишет ее сам. И когда мир спрашивает, готов ли он,